привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Привет. Мы живем в Германии и живем уже около 1,5 года. Те, кто смотрит наш канал давно, знают, что нашей маме в Германии уже дважды делали операцию на глазу по замене хрусталика. И эти 2 операции были неуспешными. Она так и не стала видеть глазом нормально, и все время были какие-то воспаления. Поэтому ей пришлось делать операцию уже в другой клинике, 3-ю операцию, и сейчас мы как раз находимся в этой клинике. Сейчас ей уже сделали здесь операцию, и мы были у нее только что. Она спит после операции. Вроде бы как бы доктора утверждают, что все хорошо, но мы пока еще до конца не знаем. И мы хотим найти православный храм и поставить свечечку и заказать 40 уст о здравии. Вы нам посоветовали в комментариях очень хороший совет. Спасибо большое. Мы сейчас пойдем искать храм. Лада хочет зайти, поставить свечку в православном храме, заказать 40 уст. Это что, молитва такая, да? Это записочки на 40 служб. Это, между прочим, платно, еще не очень и дешево. Да. Вот как раз, друзья, узнаем, сколько стоит в Ульме заказать 40 уст платный. Если церковь сейчас будет открыта еще, потому что мы не уверены, мы не знаем расписание. Сейчас 2-я половина дня, уже сколько, 4 часа, по-моему, да? А вечерняя служба попозже, наверное, начнется. Не знаю, в общем, если она начнется. Если она вообще сегодня будет. Солнечно стало, с утра было туманно. И вчера было вообще мрачно и туманно. А сегодня прям так ярко светит солнце и безоблачное небо. И храм этот выделяется вот на фоне этого неба очень красиво. Много людей в Ульме. Мы идем по одной из центральных торговых улиц, и православный храм находится там, сзади, позади вот этого вот храма лютеранского, вот этого Мюнстра. Мюнстр — это собор, центральный Ульмский собор, напомню, самый высокий в мире. Знакомая мелодия, да, не пойму. Похоже, он где-то из Америки, с какой-то, или из южной, или из северной. Ой, смотри, это с собакой сидят, да? Ich möchte. Dankeschön. Bitte schön. Так, я не показал, смотрите, какая собака. О, große. Алло. Вау, посмотри, как отсюда классно сегодня подсвечивается собор солнцем. Вот такие строили раньше грандиозные сооружения, такие красивые, изощренные, со всякими резными деталями. Мы как-то уже были наверху этой башни с Ладой, заходили, смотрели на Ульм. Вход сюда, по-моему, 7 евро стоит, если не подорожал. Каждый раз приходишь, и каждый раз новое впечатление. Красивые тут, конечно, такие места. Площадь небольшая с задней стороны Мюнстра. И вот он, православный храм в Ульме. Хотя выглядит он совсем не как храм, а как просто дом. Там окна со шторками, видите. Вот только крест на стене и говорит о том, что это религиозное заведение. О, Лада дернула за дверь, сказала открыто. Нельзя снимать. Там Разве запрещено. что тихонько, да.
В общем, мы идем ставить свечку за маму в православном храме и напишем записочку, называется «Саракаус». Закажем Саракаус, это 40 заказных литургий, 40 раз будут поминать, за здравие, молиться о нашей маме, чтобы у нее с глазом было все хорошо. Да, можно. Еще пока я здесь. Да, Спасибо. Можно заказать Саракаус? можно. Да. Всего доброго, ангела. Простите. Да ничего, вы проходите, я забыла. Это воскресенье только, плюс праздничные дни. Ага. Вот посмотрите, сколько вам будет помимо. Замечательно. Замечательно. И 3 свечечки Да, сейчас я поставлю. да, значит, 23 Так, евро. 23 евро сейчас. Да. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Раньше эта церковь, в которой сейчас православный храм, это была тоже лютеранская церковь. А как известно, лютеранские церкви строятся без куполов. Там женщина нам рассказала, что она надеется, что когда-то сюда приделают купол, и она будет выглядеть как православная церковь. Я заплатила 23 евро за Саракауст. Это будет полгода молиться о здравии мамы и вообще всех наших. Там 10 человек я записала. Потом я взяла водички святой, в общем. 23 евро это со свечками. Ты еще 3 свечки купила Да, по 1 да, евро, 20 да? евро Саракауст и по евро свечечка Мгм. стоит. Вот. Ну, отлично. И еще хочу добавить, вон там впереди, оказывается, тоже есть православный храм. Принадлежит этому же приходу, но работает только летом. Он совсем небольшой, этот храм. Его можно назвать часовней. Небольшое отдельно стоящее здание, но кирпичное. Причем это здание древнее, стоит как раз напротив Мюнстра. Вот. И раньше строилось тоже как лютеранская часовня. Было тоже там посвящено какому-то итальянскому святому. Но потом в разные времена, использовалось это помещение в разных целях. Говорит женщина, даже сало хранили здесь когда-то, и магазин с пивом был, и всякое такое. А сейчас это вот летняя, так сказать, православная церковь. Только летом в теплое время здесь проходят службы по расписанию. Такая древняя кладка здесь вообще. Это памятник архитектуры, в принципе, это здание. И сюда можно приходить помолиться, но открыто, опять же, не каждый день. Я спросил, когда? Она сказала, вторник-четверг, да, Лада? Вторник-четверг с апреля или с мая открыт этот храм. Да. И только несколько раз в году здесь по праздникам происходят службы. А так вообще просто для свечек поставить свечки и помолиться самому без священника. Отличное место, да? Гуляли по Ульму, решили зайти в кафе и взять чаю. И причем решили попробовать еще такое блюдо. Это какой-то фляж, то есть какое-то мясо. Смотрите, булочка разрезана и котлета такая большая лежит. Это стоит 2 евро почти. Евро 90 вот такая штучка стоит. Это недорого. Недорого, да. Это же котлета. Да. Все вместе нам обошлось в 9 евро. Это дешевле, чем мы обычно берем с вкусными пирожными. Вот такое вот кафе, недалеко от ЖД вокзала. Тут вообще полно всяких кафешек в Ульме. И приятно прогуливаться. Но поскольку солнце зашло, стало прохладно, мы решили все-таки погреться здесь немножко. Сейчас мы узнали, что в Штутгарте 15 февраля в субботу в 18:30 будет одно очень интересное мероприятие. Моего друга Данила пригласили туда как музыканта, он там будет выступать. Он будет вместе с украинской девушкой петь украинские песни и итальянские песни тоже. К тому же там будет еда, украинская кухня. И все это устраивает наша учительница по немецкому языку. Она уже давно создает такие всякие мероприятия с едой, с музыкой, с развлечением. И причем эти мероприятия еще и как языковая школа. То есть
возможность попрактиковать немецкий с носителем языка, потому что там присутствуют немцы тоже. Такой себе ресторан с музыкой и Да. с немецким языком. Веселый урок, можно так Да. сказать. Поэтому мы приглашаем всех, кто живет недалеко от Штутгарта. В субботу, 15 февраля, в 18:30 я оставлю адрес и подробности об этом мероприятии здесь в описании. Вы должны, кстати, записаться заранее, потому что все-таки там еда и там ограниченное количество человек можно накормить. Ну Вот и свободный, да? да, вход свободный, но приветствуется, так сказать, пожертвование, потому что затраты на еду не маленькие получаются. Очень будет насыщенное мероприятие, культурное. Всех приглашаем, приходите, мы тоже там будем присутствовать. 24 декабря 2024 года синий Peugeot ехал по улице Уберкингенштрассе, когда увидел позади себя быстро приближающийся автомобиль полиции с включенной сиреной. По правилам движения в Германии водитель должен быстренько свернуть на обочину или же на тротуар и уступить место полицейскому автомобилю. Но водитель увидел, что впереди есть карман автобусной остановки и ускорился для того, чтобы заехать в этот карман и пропустить полицейский автомобиль. В момент ускорения водителя сфотографировала камера контроля скорости. Так я заработал первый свой штраф в Германии. Вот этот вот железный фотограф меня и подловил. Ну что ж, штраф так штраф. Хотя я и пытался просто уступить дорогу полиции, придется заплатить. Вот такое письмо со штрафом мне пришло. Здесь написано, что 24 декабря 2024 года в 11:42 на улице Уберкингерштрассе я нарушил. Что я нарушил? Здесь было разрешено ехать 50 км в час, а я ехал 57 км в час. Вот. Это еще не быстро получается, да. За это 30 евро штрафа. За превышение на 7 километров 30 евро штрафа. Ну, это еще так, по-божески, я думаю. Ладно, как я буду оплачивать? Видите, этот код здесь. Сейчас я отсканирую его своим банковским приложением. И у меня появятся все вот эти вот данные. Просто нажму оплатить и все. Сейчас покажу. А, еще забыл сказать, что на обратной стороне этого письма есть такая форма для заполнения, если вы считаете, что штраф неправомерный, что вы ничего не нарушали, можете заполнить и отправить им на рассмотрение. Я этого делать не буду, мне это не нужно. Сейчас я вот покажу вам, как я оплачиваю. Я вот уже открыл свое банковское приложение. Здесь відсканувати рахунок або QR-код. Вот видите, все отсканировало. И все, оно мне предоставляет все данные, которые нужно. И все, я нажимаю дальше. Замовлення отримано. У меня здесь на украинском. Это значит, что все, в принципе, по сути дела, больше ничего не надо делать. Конечно, 30 евро это не маленькая сумма. Это, например, целый месяц оплаты домашнего интернета. Представьте, целый месяц. Или же, бац, сразу ты потратил. Но, с другой стороны, это может быть один раз зайти в ресторан и перекусить. Для кого как. То есть деньги такая вещь относительная. Я рад тому, что машина работает, ездит, я могу возить маму. И вот завтра утром, рано утром я везу свою маму на операцию на глазу, уже на 3-ю операцию. И надеюсь, в этот раз она будет успешной. Сегодня рано утром мы приехали в глазную клинику. Сейчас идем с мамой на операцию уже. Утром, слава богу, были парковочные места свободные на платной парковке, потому что здесь в прошлый раз мы приехали днем, даже на платной парковке негде было припарковаться. Мне пришлось ездить полчаса, искать место здесь где-то тулиться. Вот сейчас мы пришли в клинику. Наверное, будем как-то тут регистрироваться. И все. Потом расскажем вам, какой будет результат. Сколько она пролежит тут, не знаю. Может, тут стационар вообще. Короче, непонятно.
Сегодня здесь работает автомат, который выдает номерки очереди. И в принципе людей немного, он написано А003 уже сейчас зашел, а у нас А004. Сидим, ожидаем. Мы уже сейчас оформляемся в стационар. Вот это вот за дверью уже мы спросили на одну или на несколько, они сказали, это будет видно по результатам операции. Сейчас Лада зашла с мамой, тут оформляется. Не знаю, как мама будет одна без переводчика, тут она же ничего не понимает, а ей же как-то надо вообще соображать. Может, Лада останется с ней, или я. Мы оформили маму уже в больницу, она уже лежит в палате. Сейчас я вам покажу кадры из палаты. Там несколько человек, сколько? По-моему, 6 человек. Вместе с ней 4 человека. 4 всего лишь, да? Да. И когда ее ложили в палату, ее кровати не было сначала. Потом привезли, она оказалась нерабочая. Увезли, привезли другую кровать. Вторая кровать уже оказалась с подъемником. В общем, дали нам кровать, еще одну, которая поднимается, опускается. Дали переодеться в ночнушку, шапочку, сказали, что нужно там нижнее белье, чтобы не было никаких цепочек, часов. Они прямо на этих кроватях возят людей в операционную. То есть она лежит в палате, ее прямо с кроватью забирают в операционную, увозят и на этой же кровати возвращают назад. То есть это серьезный такой стационар. Мы уже 2,5 часа здесь находимся с Ладой и с мамой. И, в общем-то, у нас опять как бы урок немецкого был такой серьезный. Надо было все понимать, объяснять. Но все легче и легче. Сейчас уже особого стресса нет. В принципе, мы понимаем, ну, практически. Но какое-то зависание есть, такое минутное, да, секундное зависание, когда тебе Конечно. сказали, и ты такой, опа, Конечно. опа, это... Главное не останавливаться и говорить. Да. Неважно что. Тогда они думают, что ты понимаешь. Но самый прикол был в конце. Мы подходим к докторам, ну там, не знаю, доктора или кто они, медперсонал, который там шарится, и спрашиваем, как мы узнаем про операцию. Мы сейчас, ну скажем, оставили здесь маму, уйдем. Как мы узнаем, кто нам сообщит. И это все на немецком мы пытаемся сказать. И тут проходит одна женщина, которая уже с нами С разговаривала. которой мы уже на немецком На много раз немецком говорили. Потом она такая на чисто русском говорит, не волнуйтесь, все будет нормально, едьте домой, вам позвонят, ваш телефон есть, если хотите, вот вам телефон, сами можете нам позвонить на справочную службу. Мы такие, блин, что ж ты молчала всю эту дорогу? Может, она скрывала. Да, не хотела, может, палиться. У нас есть вот такой вот парковочный талон, который мы получили при въезде возле шлагбаума. Мы его сюда втыкаем. И говорит, что мы должны оплатить 4 евро. Сейчас попробуем заплатить телефоном. Она его назад нам выдала. Получилось, нет? Нет, пока не получается. Окей, 4 евро, давай. Кушай. Кушай на здоровье. О, по-моему, прошла оплата. Ну, сдачу, давай. Тикет. Вот, тикет нам назад. Куда-то выпало, куда? Вот сюда. 1 евро сдачи. На этот раз сработало все хорошо. Easy rider on the highway. Station wagon going slow. Windows open, you are basking in the bluegrass radio. It is easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded at the corner so that I could
Мы однажды вам уже показывали этого типа, точнее показывали его пение, странное пение, которое доносится из-за его двери, причем каждый день и по несколько часов. Мы долго не могли понять, что происходит, но теперь выяснилось. Оказывается, это тиктокер, никакой он не молитвенник, потому что нам писали в комментариях, что это просто чувак молится. Это марокканец-тиктокер, который ведет прямые эфиры. Каждый день по несколько часов он поет и пляшет перед своим телефоном и, видимо, зарабатывает на этом деньги. И соседям это очень серьезно мешает. Нам с Ладой его почти не слышно, но те, кто живут поближе, они очень сильно страдают от него. И некоторые соседи имеют маленьких детей и говорят, что они даже вызывали полицию для того, чтобы как-то воздействовать на него. Но ничего не получилось, ничего не вышло. Наш арендодатель говорит, что с ним он сам не может ничего сделать, если не будет написано от жильцов заявление в полицию о том, что этот человек им мешает. То есть, видимо, никто и не пишет. Здесь публика иностранная в нашем доме, друг с другом не знакомые, поэтому как бы объединиться и написать совместное заявление, наверное, не хватает у людей. Не знаю, ну как бы коммуникации не хватает просто. Поэтому происходит вот такая вещь. Каждый день человек со второй половины дня до вечера несколько часов громко вот так вот кричит, поет марокканские песни. Я не знаю, он там пляшет. Мне было бы даже интересно подписаться на его канал и посмотреть, что он там делает. Я поищу, посижу, напишу Марокко, там ТикТок, не знаю, найдет ли ТикТок для меня это. Ну, в общем, вы слышали, да? Вот такое вот пение каждый день. С одной стороны прикольно, а с другой стороны, видимо, людей это все-таки достает. Я даже не думал, что такие истории бывают, причем в Германии. Потому что это полнейшее нарушение всех немецких правил общежития. И вот видите, какой результат? 0 результата. То есть, с одной стороны, в Германии декларируется, что здесь четкие законы, здесь все строго. С другой стороны, я вам скажу, что эти законы, наверное, в последнее время, я не знаю, я раньше здесь не жил, не исполняются. Я вот недавно в больнице, когда с мамой мы были в Ульме, разговаривал с одной русскоязычной женщиной, которая здесь живет уже больше 20 лет. И она сказала, что да, как бы украинцев могут типа попросить на выезд, особенно тех, кто не интегрировался, кто не выучил язык, кто не искал работу, не нашел работу, всякое такое. Но по примеру других народов, которые здесь уже давно, попросить-то могут, но если человек не уезжает, его тупо не могут выгнать. То есть человек может просто тут остаться нелегалом, сидеть молча и как-то зарабатывать по-черному даже, представляете? И немецкая полиция не имеет права схватить его под руки, вышвырнуть, например, и посадить в самолет там куда-то, на автобус. Как бы она, наверное, имеет право, но они так не делают почему-то. Вот не делают и все. То есть, видите, страна такая противоречивая. Все, мы приехали забирать маму, нам позвонили, сказали, что к 11 часам можете забирать, все хорошо, операция удалась. Мама тоже нам позвонила, сказала, приезжайте. Каким-то образом она тоже поняла, что ей там объясняют врачи. В общем, мы уже возле клиники. На этот раз голос у нее бодрый, без наркоза. Ей даже не хочется уезжать. Уходить, да. Уходить. Все может быть, все может быть. Сейчас немножко ждем. Маму еще дообследуют здесь. Последний разок проверяют, все ли в порядке. Документы напишут нам, выдадут, и мы увезем маму домой. Привет, мамусь. Ты даже без повязки уже, да? Давайте. Ну, сняли повязку. И сегодня утром все поснимали.
Дали очки мне белые. В общем, вы видите хорошо, да? Хорошо, уже. О, отлично. Все, пойдем к врачу, сейчас последняя проверка. Ну, прям, ну, вообще расцвело. Все, забрали маму из палаты сейчас Дали уже. нам письмо, дали нам лекарства. Здесь в письме все написано. Сказали, что мы должны к своему врачу теперь на следующей неделе показаться. Проверили, что глаз видит нормально, уже видит нормально более-менее. И вот тут инструкция, как принимать эти капли. 4 препарата капать. Ну, Все. отлично. Давай я Пойдем. на плечи положу. А, мам, тебе еще очки дали такие специальные. Это защитные очки, да? Ну да, что свежий воздух. Чтоб не- А тебе идут. Красивые. А вообще говорили, что темные надо, не обязательно. Не, через темные будет сложно видеть. Ты же понимаешь? Эти, возможно, защищают от ультрафиолета еще. Ну все, Ольга Лукинична теперь будет вязать. Ну, наконец-то. А то Если не сплю. сейчас, там написано в письме, что 3 недели нельзя тяжело работать, надо лежать, нельзя, чтобы вода попадала в глаз, капать капли, не наклоняться. Тяжело, да, Вот мам? так, Расскажи, чем тебя там кормили? Кормили хорошо. Я дома столько не ела, сколько здесь. Масло, творог. Ой, не творог, а сыр. Потом вот этих этих самых Йогурты небольшие, да? йогурты, Йогурты, ага. Йогурты, масло всякие, там все. Но мне ж не все давали, то что другим. А чего? А у каждого свое, диета. Да, у У каждого каждого своя диета. Своя диета. У меня овощей только капусту давали, огурчики квашеные. А им давали и яблоки, апельсины, мандарины. А И вам не эти давали? Мне не давали. Мне это, у меня дело в том, что ну, у меня, упадешь сейчас, вот смотри. У меня же сахар высокий. Иду задом, да, А, да. может быть из-за сахара? Может, не туда давали? ты идешь. Ну, там вообще уютно было жить в этой палате? Жить уютно, тепло, белье чистое, белое. Все новое, да? Все новое. А кровать удобная была? Осторожно, смотри. Я Кровать вижу, удоб- вижу. Да. Кровать удобная. Тем более, что они мне ее в области ног чуть-чуть приподнимали. Держитесь, это Да упадете. держусь. Сейчас нет смысла падать больше. Ничего, удобно. Врачи внимательные. Ну, ничего такого. И девчатка, и обслуживающий персонал. Ну, ты- Приветливые, да? Ну, ты немного понимала их, когда они тебе по-немецки говорили? Вони мене не понимали. А. Я кое-что они говорили, я делала то, что они говорили, но слов-то я не знаю. Ну да, Я да. так понимала, что они... Что они хотят, открой глаза, Логики, закрой, да, по логике, посмотри. По логике. А, Да, я так понимала, а слов... ясно. То есть они не могли понять, они тебе говорят, назови то, что ты видишь, да? Да, они почему ждали нас сейчас, чтобы чтобы они поняли, что вы видите. То есть видите вы эти цифры, которые они То мама им показывают? называет Они не по-русски, говорит, понимают, я вижу видите вы? 0, 3, да, а Да, такие, они не что понимают, она говорит? она говорит, да. То есть сейчас мы разобрались, что мама видит и видит довольно-таки. Moon in the sky. I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind. I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night goes on forever. When I'm losing track of time. Where are you now? When I need you more than ever. When I ain't got together. Let me know